Так, я в эфире, как и обещал, каждую среду в 19:00 по московскому времени я буду проводить прямые трансляции, прямой эфир, рассказывать все обо всем, все, что касается сексологии, все, что касается психологии. Любые вопросы пишите, которые вас элементарно интересуют на любую тему, может, обо мне лично, может, о моем пути, о моих техниках, о тех направлениях и методах, где я работаю, как я работаю и так далее. Так, секундочку, телефончик проверил. О, у нас уже один зритель, отлично. Напоминаю, эфиры я буду проводить каждую неделю в 19:00 по московскому времени, каждую среду. Что я хочу рассказать? Меня посетила такая идея и мысль. Объясню, что я думаю, что я хочу донести какую мысль. Примерно 90% клиентов по сексологии, которые приходят, они приходят с двумя вопросами, с двумя запросами. Первое – это СТОСН, синдром тревожного ожидания сексуальной неудачи, с чем я активно работаю, у меня есть своя авторская методика, свои техники, упражнения, у меня есть сайт, посвященный СТОСНу, есть гайд, есть терапия, индивидуальные сессии, где мы с клиентами решаем э, их проблемы по поводу СТОСНа и делаем так, чтобы у клиентов не было СТОСНа, синдрома тревожного ожидания сексуальной неудачи. А вот второй запрос клиентов, самый популярный, опять же, это не только у меня, это у моих коллег, у сексологов, психологов. Вот, в общем, второй запрос, один из самых популярных, это преждевременное семяизвержение. Это быстрая эякуляция. Как продлить половой акт? И когда ко мне приходят клиенты с таким запросом, естественно, мы проводим сессию, консультацию, узнаем причину, для чего им продлить, что такое короткий половой акт, где это у них это в голове, с чем это связано, это физиологическая либо психологическая проблема, либо это желание, либо кому-то что-то доказать, либо чувство вины. Ну, в общем, мы там разбираем целый такой большой пласт, связанный с преждевременной эякуляцией и как продлить половой акт. И у меня есть конкретные техники, упражнения, методики, опять же, не только мои личные, ну и их в мире очень много. Это системы дыхания, система старт-стоп, различные психологические настройки, различные упражнения Кегеля там и так далее. Ну, в общем, там большой-большой пласт упражнений, как продлить половой акт. И к чему я это все клоню? Если по СТОСНу, грубо говоря, у меня закрыта эта тема, ну, то есть у меня есть сайт, у меня есть гайд, у меня есть сессии, то по продлению полового акта у меня как-то это все, я раскрываю это все только в индивидуальных сессиях. И вот у меня есть такая задумка: а что, если мне собрать все мои знания, все знания, которые есть у моих коллег, там, не знаю, мировой опыт, статистику, да вообще все что угодно, тех клиентов, которые ко мне приходили, взять оттуда очень много информации, это благодаря моему ценному опыту, который есть, и как-то это все вот упаковать в какой-то гайд. Потому что, объясню причину, почему именно в гайд это все упаковать и как это можно решить самостоятельно. Потому что многие мужчины, они вот если проблема с ТОСНа, они готовы признать свою слабость, признать свою какую-то, признать что-то в себе, то, что у них что-то не так, они готовы с этим бороться, готовы идти на сессию, быть открытыми, честными, в разговоре на сессиях, делиться тем, то, что у них накипело. Ну, то есть они готовы это решать с, как сказать, с сексологом, психологом, там, не только со мной, а с терапевтом, с каким-то другим специалистом. Но когда у людей возникает вопрос по продлению полового акта, вот у них, допустим, было 2 минуты, было 5 минут, было 10 минут, я сейчас наугад говорю. И как показывает практика, там мало кто решается идти на полноценную терапию, мало кто решается идти на целую сессию для того, чтобы обсудить этот момент, для того, чтобы узнать какие-то рекомендации, техники, упражнения там и так далее. Как это сделать? И как мне кажется, и вот несколько человек мне уже об этом писали, то, что Сергей, сделай какой-нибудь гайд. Ну, грубо говоря, гайд это там 2-3 видео закрытых, какой-то, может, PDF-файл, где будет, чтобы не искать всю информацию в интернете, чтобы не идти в процесс терапии, который ты открыл этот гайд, посмотрел 2-3 видео, там не надо их делать трехчасовые, а там по 15, по 20 минут, где все простым языком
Самые популярные техники, самые эффективные. Это как не надо придумывать велосипед, там все, то есть все уже изобретено. Это нужно просто брать и пользоваться этим, и выполнять эти рекомендации, упражнения и техники. Все. Тут никакого секрета волшебного нет. И вот у меня к вам вопрос. Кто будет смотреть эфир, кто будет сейчас отвечать в прямом, кто сейчас смотрит этот эфир. Ну, то есть задавайте вопросы, пишите, сделать, не сделать такой гайд, чтобы вы, если у вас есть такая проблема, либо такая потребность, либо такое желание, вы хотите увеличить продолжительность своего полового акта, заходите на сайт, покупаете эту услугу, там сделать, я не знаю, там, стоимость какую-нибудь минимальную, и вы в свободное время, когда у вас появилось, когда вы дома один, вы открыли, посмотрели там 2-3 видео, либо посмотрели рекомендации и начали делать эти упражнения. И тем самым вы сохранили анонимность, вы сохранили конфиденциальность, потому что на самом деле это тоже такой большой-большой момент. Многие просто элементарно стесняются, боятся по разным причинам обращаться к специалистам с этой проблемой, потому что она такая острая, она имеет очень такой большой психологический контекст и подтекст, я бы так даже сказал. В общем, что вы думаете насчет того, чтобы упаковать мои знания, упаковать знания моих клиентов, собрать опыт моих клиентов, как мы преодолевали, и вот сделать наподобие какой-то методички, записать 2-3 видео закрытых, и чтобы вы там, не знаю, чтобы этот доступ остался у вас навсегда, и чтобы вы могли решить свою проблему, ну вот как-то так я вот сейчас думаю. Тут еще какие плюсы? Первое, то, что доступ останется у вас навсегда, потому что будут ссылки, если я буду это делать, я буду это делать, записывать видео на своем YouTube-канале, делать их закрытыми, и потом вам их уже отправлять. Либо это все будет автоматически на сайте сделано, там после оплаты придут автоматические ссылки на видео. То есть доступ останется навсегда. Второй какой плюс большой — соблюдение конфиденциальности, анонимность. То есть я не знаю, кто вы, не знаете, кто я, по каким-либо причинам вы мне не доверяете, либо другим специалистам, вы не можете полностью раскрыться и рассказать о своей проблеме. Но у вас есть желание, вы хотите ее решить. И там, как я уже говорил, третий плюс, то, что будут собраны все рекомендации, все техники, ну, все вот так максимально круто, чтобы вы в свободное время могли сами это все сделать, там, ни от кого не зависеть, там, и так далее. Там же опять, как я говорю, эти рекомендации, эти техники, там нет что-то такого сверхъестественного. Да все это уже давно придумано. И если вы потратите большое количество времени в интернете, в Ютубе, прочитаете много книг, то вы сами можете найти информацию. Ну зачем вам это все, если вы можете сократить, просто освободить ваше личное время? И самые-самые, как сказать, эффективные техники мысли, рекомендации, там, упражнения, просто чтобы они были перед вами, перед глазами, вы их могли выполнять там, когда хотите. Но вот сразу же хочу сказать, сейчас воды попью. Еще такой важный момент, который про ответственность. Со своей стороны я готов это все предоставить, это все упаковать, сделать грамотно, ну, сделать, дать ценную информацию, офигительную информацию. И вот про ответственность, то есть это моя ответственность дать. А ваша заключаться будет ответственность в том, то, что это не значит то, что вы просто купили, оплатили и так далее. Там у вас висит на почте там этот гайд, эти видео, вы там один раз их посмотрели и все, и забыли. Ваша ответственность будет это применять эти техники, потому что толку от кучи всех тех знаний, которые есть в голове, вы вроде бы все знаете, все понимаете, логически представляете, создаете цепочку там нейронных связей новых, но вы не делаете эти техники упражнения. Как бы вся фишка в том, сейчас клоню это к тому, то, что знать хорошо, но делать совершенно другое. И ваша будет ответственность заключаться в том, то, что именно соблюдать и делать эти техники. Не быть инфантилом, то, что «Эй, я посмотрел одно видео, да, все очень интересно, наверное, как-нибудь попробую, что-нибудь у меня получится». Нет, ну как бы это, опять же, это ваша ответственность, что посмотрели, если у вас есть конкретный запрос, и вы хотите это исправить, то нужно выполнять эти техники, нужно делать эти упражнения, нужно соблюдать те рекомендации для того, чтобы получить результат. Опять же, результат нужен не мне, а результат нужен вам, чтобы если вы хотите справиться с преждевременным семяизвержением, если вы хотите продлить половой акт, если вы хотите контролировать половой акт. Ну, то есть я думаю, это нормально, логично, это взрослая позиция. Ну, то есть не относиться к этому с инфантилизмом, не относиться к этому как типа купил и все, и хрен с ним, делать ничего не буду. Самое главное, я для себя купил, я молодец. Не-не-не. Самое главное — это решить вашу проблему, с которой вы обращаетесь. Если у вас есть эта проблема преждевременного семяизвержения, вы хотите продлить половой акт по каким-либо причинам, то есть выполнять техники, выполнять эти рекомендации. Надеюсь, доступным языком описал, что я хотел. Так,
Пишите вопросы, задавайте, буду на них отвечать. Как я уже говорил, про сексологию, про психологию. Кстати, можете, когда кто-то будет смотреть трансляцию, запись останется чата и этого эфира на моем YouTube-канале, можете писать комментарии какие-либо, вот что я вот говорю сейчас, что я буду говорить через неделю в 19:00 по московскому времени каждую среду, что я говорил в прошлый раз. То есть вы можете писать комментарии, я подробно буду там отвечать, что я знаю, делиться своим опытом, знаниями на комментарии, и это, опять же, нормально. Если по каким-либо причинам сейчас там не получается посмотреть, я прекрасно понимаю, у всех там есть работа, семья, дети, хобби, там, не знаю, все что угодно, потому что там нет возможности в 19:00 посмотреть прямой эфир. В общем, пишите, буду отвечать, буду говорить и там, делиться, как я уже сказал, то, что я знаю. Что еще хотел рассказать? Про вот про запросы клиентов к сексологу. Сексология – это вообще это 99% психология и 1% такой узконаправленный с различными терминами, ситуациями, задачами, проблемами, целями там, и так далее. Ну, сексология – это чистая психология. Как я уже говорил, там, если из 100 человек, которые обращаются к сексологу, это 60 человек по СТОСНу, по синдрому тревожного ожидания сексуальной неудачи, где-то 30 человек по проблеме преждевременной эякуляции, быстрого семяизвержения. Люди хотят продлить половой акт, то есть 60 по СТОСНу, 30 по быстрому семяизвержению, это уже 90 человек. И вот 10 последних, которые остались, это различные страхи, комплексы, убеждения, какие-то психологические травмы. Ну, то есть там уже все подряд идет. По своей практике хочу сказать, то, что у меня, допустим, не знаю, вот из 50 клиентов 48 клиентов – это мужчины, там, а 2 клиента – это женщины. То есть в основном я работаю, не в основном, а ну, сколько, как я уже сказал, там, из 50 человек, там 48 мужчин, а 2 женщины ко мне обращаются. Ну, то есть тут статистика сама по себе. То есть в основном моя аудитория и проблемы, с которыми я работаю, это именно мужчины. Ну, обращаются, естественно, и женщины. Кстати, иногда часто, так, даже не часто, а было несколько таких у меня сессий по СТОСНу, когда приходил не мужчина, а женщина на консультацию. И когда женщина говорила: Сергей, добрый день, там хочу на консультацию к вам попасть. Я такой: окей, опишите проблему, там, у моего мужа СТОСН. Я такой: окей, только мне же нужно работать с вашим мужем, не с вами. И она говорит: так, я все понимаю, как бы я хочу тоже помочь. И я начинаю объяснять то, что для того, чтобы решить проблему вашего мужа, то есть мне нужно работать с мужем, не с вами. Я не могу повлиять на поведение, на действие другого человека. И вообще никто не может повлиять, ну, то есть за кого-то взять ответственность, что-то там сделать, за кого-то, за другого принять какие-либо там действия, рекомендации и так далее. И я это все подробно объясняю. И когда женщины говорят: мы все прекрасно понимаем, мы не играем спасателей там и так далее, все-таки можно к вам на консультацию, ну тогда да, я провожу консультацию и рассказываю уже для женщин, какие нужно делать рекомендации, как себя вести, которые искренне хотят помочь, не спасти своего мужа или полового партнера от СТОСНа, а именно реально помочь что-то сделать от себя. И тогда я провожу консультации и там довожу информацию для девушек, для женщин, как им себя вести, что делать, какие техники применять, чтобы помочь мужу избавиться от СТОСНа. Так, вижу тут первый комментарий. Дмитрий пишет: добрый день. Испробовал все лекарства и операции для лечения ПЭ, преждевременной эякуляции. Не помогло ничего. Искать хорошего сексолога? Хороший вопрос. Тут бы я, вот опять же, когда ко мне приходят клиенты, мы это все разбираем на сессиях, на терапии, тут все, основа основ, тут чистая психология. Сколько длится половой акт? Минута, 2, 3, 5, 10. Берем сейчас условно, там, не знаю, 2 минуты. Это много или мало? Сколько клиент хочет, чтобы длился у него половой акт? Если у него больше длится половой акт, что тогда меняется у клиента, я имею в виду? Это возрастает мужественность, возрастает чувство уверенности. В каком возрасте начались проблемы? Это было в 15-18 лет, это было в 25, либо в 40 лет. Ну, то есть всю жизнь был короткий половой акт, либо как-то он скачками был. Это связано с партнершей. Ну, допустим, с одной девушкой, окей, там, я не знаю, 10 минут половой акт, а с другой 1 минуту половой акт. То есть это как-то связано от партнера или нет? Это, опять же, это чистая психология, и это все разбирается на сессиях.
То есть все вопросы: для чего, зачем, сколько, почему, если мужчина хочет. Наверное, лет 10 назад я себе такой вопрос бы, наверное, сам бы даже на него не ответил. Меня бы, наверное, спросили: Серега, а ты хочешь, там, не знаю, половой акт 30 минут? Я такой: да, конечно, хочу, вообще, вот так вот. Ну, вот, опять же, это было вот 10 лет назад. Сейчас я уже понимаю то, что и обратную сторону женщин, и физиологию, и психологию, то, что женщинам половой акт 30 минут не всем нравится, далеко не всем. Если спросить девушек, спросить жен, а сколько же им нравится, чтобы длился половой акт? По времени у всех все, естественно, индивидуально. У всех, естественно, там наступление оргазма, вообще там оргазм может девушка получить, не может, и не всегда он бывает. У всех разная половая конституция. Ну, то есть все эти вот вопросы, почему раньше я 10 лет назад думал, то, что 30 минут половой акт, это окей, я буду настоящим мужиком, я буду мачо, я буду так же, как в порнухе, там, я не знаю, у нас будет час фрикции, либо там полчаса. То есть сейчас я совершенно по-другому к этому отношусь. И все эти 30 минут, да, я сейчас условно говорю, все эти 30 минут мужчина будет получать удовольствие, женщина будет получать удовольствие. Ну, то есть на ком будет ответственность? Это сейчас, опять же, я говорю к тому, то, что если мы будем подробно на сессии, на терапии разбирать этот момент по преждевременной эякуляции, либо по продолжительности полового акта, вот тут сокращение ПЭ, Дмитрий написал, ПЭ, преждевременная эякуляция, скорее всего. А вот преждевременная эякуляция это сколько? Потому что есть, опять же, разная статистика. Есть европейская, есть американская. Некоторые считают до минуты преждевременная эякуляция, кто-то считает до 2 минут преждевременная эякуляция, кто-то до 3 минут считает преждевременная эякуляция. И вот сейчас такой важный вопрос. Допустим, парень с девушкой, половой акт у них длится 2 минуты, и их этот половой акт устраивает. И оба они получают от этого удовольствие, что мужчина, что женщина. И оба они получают оргазм, оба они от этого кайфуют, и им все окей. И да, теоретически мужчина по какой-либо статистике может попасть в эту градацию преждевременной эякуляции там, до 2 минут, а у него ровно 2 минуты. Но если для них все окей, если их все устраивает, если у них насыщенная половая жизнь, и для них это норма, то тут делать ничего не надо. Ну, то есть это я сейчас говорю именно то, что тут нужна обратная связь от самого себя, обратная связь от своего полового партнера. И то есть с этим нужно работать, с этим нужно разбираться. По каким причинам я хочу, чтобы у меня фрикции длились час, либо там 30 минут. Почему там, я не знаю, 1,5 минуты это быстрое семяизвержение, а там 3,5 это всего лишь статистика. Это как сказать, это статистика, под которую мы попадаем, там люди, у которых там есть преждевременная эякуляция, там преждевременное семяизвержение. Ну, то есть это все разбирается, это все индивидуально, это все нет такого. Мы все разные, там 8 миллиардов человек на Земле, партнеров, там, не знаю, сколько там миллиардов разделить, мужчин и женщин. И тут нужно разбираться с половой конституцией, с тем, что происходит в голове, кому как нравится, сколько должен длиться по мнению партнера, когда получает удовольствие. Ну, то есть это все, опять же, это все разбирается именно на сессиях. Дмитрий, могу более подробно ответить на твой вопрос. Мое мнение, лекарства различные. Да, если вы сейчас зайдете в интернет, вы вобьете, как сказать, избавиться от преждевременной эякуляции, либо как продлить половой акт, и будет миллион таблеток различных мазей, гелей, там, я не знаю, уколов, всего чего угодно. Это целый маркетинг, это целые миллиарды, которые на этом люди зарабатывают. Да, можно там найти все, что угодно, но мое личное мнение, у психологической проблемы все-таки преждевременная эякуляция, длительность полового акта. Если мы отбрасываем физиологию, если есть физиологическая проблема, да, нужно решать ее физиологически. Ну, то есть к чему сейчас клоню? Если у человека болит зуб, у него кариес, то он может купить таблетки кетарол, там какие-то любые обезболивающие, и на день, на два, на три избавить эту боль. Но он не вылечит сам зуб. Если у человека болит зуб, у него кариес или там другие заболевания, нужно идти к стоматологу и решать проблему у стоматолога. Если у человека, ну, это опять же, я сейчас это говорю своими словами, то есть если есть проблема физиологическая, то, естественно, нужно решать ее физиологическое. Но, как показывает практика, преждевременная эякуляция, стосн, быстрое семяизвержение, продолжительность полового акта – это все-таки у нас в голове.
Это большое-большое количество, там, не знаю, 95% всех ситуаций и всех путей решения, это у нас в голове. Это работа с нашей психикой, с нашим умом, с нашим сознанием, с нашими чувствами, с нашими эмоциями. И если вы хотите продлить половой акт, прежде у вас преждевременная эякуляция, если физиологические моменты вы обследование прошли, у вас с организмом все окей, и гормоны, и тестостерон, там все, вы сходили к урологу, сдали все анализы, если у вас все окей, с чувствительностью, там, с центрами головного мозга, которые отвечают за возбуждение, это все сейчас проявлено, как сказать, там можно все прийти в больницу, в инвитро, там это все это осмотреть, записаться на прием и так далее. Если физиологию все убираем, остается одна психология. И тут теперь у нас остается психология, и тут есть лекарства различные, которые есть в интернете, которые обещают продлить половой акт, там, не знаю, до 2 часов там, и так далее. Как? Это вот лично мое. У психологической проблемы нет химического решения. Ну, то есть это, опять же, это все индивидуально. Мы не знаем там ни стадию, ни самой ситуации. Естественно, иногда в некоторых случаях возможно применение различных препаратов. Вопрос каких? Потому что у препаратов всегда есть побочные эффекты. И у препаратов всегда эти побочные эффекты, на самом деле, когда начинаешь про них рассказывать, все привыкли, как сказать, реклама показывает нам только идеальную картинку этих препаратов, чего мы достигнем, что у нас будет, а побочные эффекты все пишут, как сказать, мелким шрифтом, либо их вообще не говорят. Ну, про побочные эффекты это такая тема, которая, ну, она очень-очень серьезная. Когда людям начинаешь рассказывать про побочные эффекты, которые могут быть, ну, люди, не-не-не, ну его нафиг. Да, возможно, там некоторые делают операцию по удалению уздечки, обрезание. Это, опять же, это все индивидуально. Мы сейчас не можем гадать там, как на кофейной гуще, там, Дмитрий, нужно сделать то-то, да хрен его знает. Нужно разбираться в конкретной ситуации. То есть тут полностью нужен... Приходите на терапию, приходите на сессию, будем разбираться, если хотите решить вашу проблему. Так, как сказать, я сейчас могу говорить только поверхностно, возможно, где-то от себя тяну, там, не знаю, что-то вообще, может, не в тему буду говорить, потому что я не знаю всей ситуации, всего контекста и так далее. Роман пишет. Доброго вечера, спасибо за эфир. Роман, пожалуйста, большое, что смотрите. Напоминаю, то, что эфир этот сохранится, запись сохранится, чат сохранится, можно задавать комментарии. И через неделю, каждую среду в 19:00 по московскому времени я также буду проводить эти эфиры там, и рассказывать все обо всем там, и так далее, делиться опытом, знаниями, да и вообще историями жизненными, что было. Жарко опять, у нас плюс 34 градуса в Плая-дель-Кармен. Это город Мексики, где мы сейчас живем, где мы сейчас путешествуем, находимся. Так, вижу, Роман пишет второй вопрос. Вопрос. Как преодолеть страх перед близостью с девушками и мальчиками? Я Би. Окей, кстати, на самом деле, у многих есть такой... Я сейчас чуть попозже прочитаю, до конца дочитаю твой вопрос. Я хочу сказать про стереотипы. Многие стесняются лица с нетрадиционной сексуальной ориентацией, либо с какой-то опять же, некоторые стесняются приходить на сессии к сексологу, психологу. Про себя говорю, то, что первое, самое основное, это полная конфиденциальность. И нет такого у меня стереотипа, шаблона, то, что вот с этими я работаю, с этими не работаю, а вот с этими еще подумаю. Нет, я работаю со всеми. Если человеку нужна помощь, у него есть проблема, для меня разницы нет, какая у человека ориентация. Это его дело, его право, это его ответственность. Я тут вообще, как сказать, это все полностью... То есть принимаю всех такими, какие они есть. Вот что я хотел сказать. И теперь дочитаю вопрос до конца. Наверное, даже с самого начала прочитаю. Вопрос. Как преодолеть страх перед близостью с девушками и мальчиками? Я Би. Актуальные комплексы, маленький член и ПЭ, преждевременная эякуляция. Дело в том, что страх буквально парализует и заставляет бездействовать. Тут, наверное, Роман, чтобы не гадать, на кофейне гуще. Я там не экстрасенс и не могу погрузиться в твою голову, не узнать всю ситуацию, что там, как происходит и так далее. Нужно разбираться на сессиях. Это не потому, что я сейчас продаю там сессии. Роман, хочешь узнать ответ, хочешь избавиться от проблемы, приходи ко мне на сессию, записывайся, и там мы все решим. Ну, я в самом деле, ты сейчас написал, на самом деле, такие серьезные вещи.
Страх перед партнером. Да, он много раз бывает у многих мужчин, у многих женщин. Это первый сексуальный контакт, это последующий контакт. Ну, то есть там, опять же, есть куча методик, куча техник, куча упражнений, как преодолеть этот страх. Это нормально, тут ничего такого нет. Там нужно знать, сколько тебе лет, сколько у тебя было половых контактов, они были положительные, отрицательные, твое физиологическое и психологическое состояние, работа со стыдом, с уверенностью. Ну, то есть тут такой общий, как сказать, большой-большой пласт, который нужно разбирать. И второй такой серьезный вопрос ты задаешь. э, Маленький член. Маленький член это сколько? 5 сантиметров, 6, 7, 10, 12. В каком состоянии ты его мерил? Состояние эрекции, либо нет. То есть понятие маленький член тоже такое условное. Что значит маленький член? Ко мне приходили клиенты с таким запросом, с комплексами, то, что у них был маленький член. И когда мы разбирали, а сколько они считают то, что нормальный член, а сколько они бы хотели и как решить эту проблему. В общем, я сразу же говорю про то, что никакие операции, гели, лекарства, мы это не обсуждали, мы это все прорабатывали в голове. Это чистая психология. И после сессии потом уже клиенты писали то, что, ну, как даже не писали, а они осознавали. Дело в том, что дело абсолютно не в члене и не в длине члена. Это все, опять же, это все разбирается на сессиях, это все индивидуально. Вообще для зачатия ребенка, для введения члена, для того, чтобы девушка получила удовольствие и получила оргазм, минимальный размер члена это 5 сантиметров, это спичный коробок. Если у тебя, Роман, больше член 5 сантиметров, окей, ты можешь зачать ребенка, ты можешь девушку довести до оргазма, вагинальный, анальный, какой угодно. То есть это нужно все разбирать, опять же. Так, сейчас я дальше. Про маленький член сказал. Я вообще мгновенно тупею, млею, потею, начинаю нести чушь, даже в теле дрожь бывает. Это нормальное проявление стресса. Это как вот сейчас про физические проявления, тут паническая атака, стосн, тревога. Очень похожи физиологические проявления в организме. Что у нас происходит? Озноб. Нас начинает трясти, сердце начинает биться, потоотделение, сухость во рту. В голове происходит вообще кавардак, куча мыслей, тревоги, страха, паники, мы не знаем, что делать. Нас само все физическое тело, там тоже вот его начинает трясти, дыхание начинается очень такое при большом стрессе, то есть при панике, оно очень быстрое, оно очень поверхностное. И опять же, есть куча методик, куча упражнений. Нужно придумывать велосипед, и ты не один с этой проблемой, у большого количества людей и моих клиентов, да и вообще кто в мире живет. То есть это стандартные такие симптомы, которые, от которых можно там избавиться, делая то-то, 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 это там и так далее. Это все мы опять же разбираем на сессиях. И работа с дыханием, и работа с вниманием, и работа с фокусировкой, работа с мыслями, работа с прошлым, будущим, с настоящим, возвращение к настоящему моменту. Это релаксирующие техники, как сделать так, чтобы как можно меньше было стресса, как сделать так, чтобы как можно больше было расслабления. Ну, то есть это все делается вот на техниках и на сессиях там и так далее. Вот как-то так. Если есть еще, Роман, вопрос, то напиши, постараюсь ответить. Ну, опять же, я сейчас отвечаю, ну, как-то я не знаю всей сути проблемы. Я сейчас вот, что я вижу, ту информацию, которую я увидел, то я пытаюсь ответить. Возможно, это не так, потому что есть какой-то подтекст, есть какая-то информация, которую я не знаю, и наверняка так оно и есть. Я только вот сейчас транслирую, вижу, что ты написал. То есть, возможно, я не полностью ответил на твой вопрос, и потому что просто не хватает информации дополнительной. Так, спасибо большое всем, кто нас смотрит. Напоминаю, каждую неделю, блин, я уже как спикер, не знаю, не спикер, а как какой-то комментатор. В общем, каждую неделю в 19:00 в среду я буду проводить прямые эфиры. Запись чата и запись этой трансляции будет сохраняться. Пишите комментарии в этом чате сейчас, что-нибудь спрашивайте на любые темы, а, либо просто комментарии к этой записи, которая останется, что ты затупил, мысль ушла. В самом начале я начал разговор про то, что
есть у меня мысль в голове сделать, и я повторю сейчас буквально 2 секундочки, сделать какой-либо гайд по преждевременной эякуляции. Сделать, если у человека преждевременная эякуляция, если человек хочет продлить половой акт и как-то сделать, записать 2-3 видео закрытых и сделать наподобие услуг, то есть собрать всю свою информацию, которая у меня есть, опыт клиентов, с которыми ко мне приходили, информацию от моих коллег, да вообще там, не знаю, различные техники, упражнения, методики, и человек может анонимно, спокойно у себя дома, там, не знаю, приобрести этот гайд и дома выполнять именно эти техники, упражнения, методики, рекомендации, тем самым избавиться от преждевременной эякуляции и сделать так, чтобы половой акт продлить его, опять же, по каким-либо причинам. То есть это его полностью ответственность. Вот, в общем, как сказать, собрать всю информацию в кучу и как-то упаковать ее на своем сайте. Вот так вот. Сделать там 2-3 по 15 минут, там, не знаю, закрытых видео. Вот так вот думаю. В общем, если резонирует эта тема, если это интересно, то напишите, наверное, я это сделаю. Как я уже просто сказал, то, что, там, не знаю, у сексолога и психолога там из 100 клиентов это 60 приходит со стосным синдромом тревожного ожидания, сексуальной неудачи, 30 человек приходит с преждевременной эякуляцией, либо проблемы с быстрым семяизвержением и хотят продлить, хотя это одно и то же я сейчас сказал, продлить хотят половой акт различными способами, методами. И 10 наверное, человек – это различные страхи, комплексы, убеждения, вот все, что связано с половой жизнью, с половой конституцией, то есть такие точные уже запросы. В общем, вот так вот. Фух, водички еще попью. Кстати, как меня слышно и как меня видно? Я надеюсь, слышно и видно меня хорошо. Там на улице ездят машины. Ну и, в принципе, наверное, если есть возможность у кого-то, напишите качество видео и качество звука. Там, не знаю, не отвлекают ли какие-то посторонние шумы. Просто окно открыто и ездят машины, потому что очень-очень жарко. Плюс 34 градуса. Возможно, есть какой-то посторонний шум. И как качество картинки. Вроде камера хорошая, должна быть хорошее качество. Я надеюсь на это. Если есть какие-то вопросы, то задавайте, пишите, буду на них отвечать. Все отлично видно. Роман Пупков, спасибо большое. Все отлично видно и слышно. Супер. А то я немножко переживаю. Я просто по себе знаю, если я смотрю какую-то трансляцию в Ютубе, либо какой-то там вебинар, какую-то там запись, не знаю, если там плохое качество, плохой звук, ну, меня прям это раздражает, я могу выключить. Не знаю, для меня качество именно и картинки, и звука, ну, имеет большое влияние. Меня лично, мне не нравится, когда я смотрю, меня это раздражает. У меня свои тараканы в голове. Я как наподобие перфекциониста. Хочу хорошую картинку, хороший звук, чтобы было четко слышно, видно и так далее. Так, водички еще попью. Фу. Что еще хотел сказать? Кстати, надо, наверное, написать в сообществе. В сообществе это когда заходите на мой YouTube-канал, и там есть такие ссылки, сделать так, чтобы, как сказать, анонсировать эфиры, чтобы там вот, я вот сегодня после этого эфира закреплю, наверное, это сообщение, то, что каждую среду в 19:00 по московскому времени я буду выходить в прямой эфир и там делиться, рассказывать все обо всем. Эфир даже называется там «Все обо всем», и так, вопрос пишет. Ты прав. Роман Пупков пишет вопрос. Ты прав, в моей ситуации очень много вводных данных и деталей. Задавать здесь вопросы нет смысла, только формат диалога поможет. Согласен, согласен. Абсолютно верно. Даже вот реакцию поставлю, 100%. Потому что все случаи индивидуально. Это хотел привести пример из практики. Ну вот, наверное, вот сейчас вот такой вот приведу пример. Когда пишет клиент: так и так, Сергей, хочу попасть к вам на консультацию, на сессию. Я ему пишу: окей, какая у вас проблема? Опишите ее, пожалуйста, в 2 словах, там, конфиденциальность полная, анонимность полная, и человек рассказывает свою проблему, и после этого я уже там, принимаю решение, смогу я помочь или не смогу, потому что некоторые клиенты хотят, там, я не знаю, что-то такого,
что в сказке, и я просто элементарно, я говорю, так, нет, с этим я не работаю, это я не могу сделать. Там какие-то запросы такие фантастические, я говорю, не, вот реально работа вот такая, а то, что вы пишете, это какая-то фантастика какая-то, и там уже говорю клиенту, смогу, не смогу помочь, это ко мне, не ко мне. Если иногда, ну, раза два, наверное, в моей жизни были такие случаи, когда я перенаправлял к другим специалистам, когда я видел из запроса, то, что, ну, блин, это не ко мне, я не смогу тут помочь, это вообще не моя тема, и почему мне написали, как бы я тоже не понимаю. Ну, в общем, к чему эта вся история? И вот когда я спрашиваю клиентов, расскажите о своей проблеме, клиент пишет, ну, сейчас наугад, не наугад, а так, чтобы там, либо у клиента стосн, либо у него может какой-то страх, либо еще что-нибудь. В общем, вот он обозначает, когда мы с ним переписываем в Телеграме, либо в WhatsApp, либо там, в другом мессенджере свою проблему. И когда начинается сессия, и когда мы с ним начинаем работать, и, наверное, в процентах, ну, не знаю, может, 30% случаев выходит так, то, что тот запрос, к которому приходил изначально, он вообще не имеет смысла, он не актуальный, и он, не знаю, по каким-либо причинам его задал. А настоящая проблема кроется в другом. А реальная проблема, и клиент это уже на сессии начинает сам осознавать, понимать, и уже такой, блин, типа я пришел с одним, а на самом деле с тем, что я пришел, это полная фигня. И мне сейчас это не актуально, не надо, это вообще, давай-ка работать с другим именно. И вот такое вот часто бывает, когда у нас в голове что-то одно, мы думаем, наша проблема, мы чего-то хотим, то есть что-то одно мы себе фантазируем, говорим, это как когнитивные искажения. Наше восприятие есть чего-то одного, а в процессе работы выходит все, как сказать, не выходит, а идет там все совершенно в другое русло. И там четко прослеживается то, что пришел с одним, ушел совершенно с другим и решил проблему совершенно другую. И это классно, и это здорово. И как часто я как говорю, бывает, то, что у нас у всех есть когнитивные искажения. Мы думаем, то, что наша проблема, там проблема, запрос, вопрос, там, не знаю, желание, мечта и наше видение этой проблемы именно из-за этого. Но когда мы начинаем более глубоко копаться в нашем сознательном, бессознательном, в чувствах, в эмоциях, там, в прошлом и так далее, то получается совершенно все по-другому. И выводы там совершенно другие уже. Так, всем большое спасибо, кто нас смотрит, кто поставил лайки этой трансляции. Кстати, кто будет смотреть, как сказать, запись в Ютубе, тоже ставьте там лайки, комментарии и так далее. Сейчас как настоящий блогер прям. Ладно. Все-таки в конце этой трансляции, либо сейчас, напишите комментарии, либо в чате, что вы думаете по поводу моей идеи, по поводу собрать гайд и упаковать все знания по двум вещам: преждевременная эякуляция и продление полового акта. Как это сделать на условиях анонимности, конфиденциальности. То же самое, как у меня гайд по стосну. Вот так вот, как-то это все на сайт, всю информацию сделать. Интересно, неинтересно, то... Так, я тут вижу то, что сообщение удалено отправителем. Ну ладно, окей. Ну, то есть тут, опять же, чат у нас записывается. Тема секса, тема каких-либо вот моментов, что касается стосн, преждевременная эякуляция, быстрое семяизвержение, продление полового акта, она очень-очень щекотливая такая, она очень-очень острая, и для мужиков делиться этим, это прям очень сильно тяжело. И нужна большая смелость, нужно много энергии, нужно вот такой посыл, чтобы найти специалиста, обратиться к нему, быть честным, быть искренним. Ну, в общем, это тяжело, я прекрасно понимаю сам по себе, как с этим быть, потому что, ну, у нас в обществе как-то, как сказать, у нас есть социальные страхи, социальные стандарты еще, где если у тебя что-то не так, особенно в сексуальной сфере, то все это клеймо, позор, неудачник, там, я не знаю, какой-то ипантен, там, вообще, как сказать, обосрут по полной программе, но не помогут. И тут тяжело сделать первый шаг, чтобы попытаться решить свою проблему. То есть найти специалиста, найти методику, начать работать там, и так далее. Начать применять техники упражнений, рекомендации там, и так далее. Так, всем большое спасибо, кто нас смотрит. Всем большое спасибо, кто поставил лайки. Если есть вопросы, то пишите, задавайте в комментариях. А я сейчас попробую, у меня же есть несколько YouTube каналов, я сейчас попробую зайти
с другого своего YouTube канала. О, а вот он, я опять. Вот это вот поворот. Дело в том, что у меня вообще 3 YouTube канала. У меня первый мой YouTube канал это по сварке, там около 5000 подписчиков, так как я большое количество времени, сколько, 13 лет своей жизни выделил этой сфере. Второй YouTube канал это вот по сексологии и психологии, тут 900 подписчиков, так как я нейропсихолог, психолог, сексолог, и мне нравится вести YouTube канал и так далее. Я вот записываю свои ролики от души, работаю с клиентами. И третий YouTube канал это про медитации, так как я являюсь преподавателем медитации, обучаю людей медитировать. Mindfulness, именно техника, большое количество есть видов медитации. Сразу же хочу сказать, что я преподаватель медитации Mindfulness, это тренировка ума. Именно это состояние медитации осознанности, находиться в состоянии, в настоящем моменте, в состоянии именно осознанности. Потому что, я сказал, большое количество есть видов и техник медитации. Тут нужно сразу же говорить, какой вид именно медитации. И вот я сейчас, как я уже говорил, с своего другого YouTube-канала зашел, подключился, мне просто интересно, как это все. Ладно, выхожу, все, вышел. Ну что, дорогие друзья, спасибо большое всем, кто писал, всем, кто комментировал, кто поставил какие-либо реакции. Кому была интересна эта информация и кто что-то подчеркнул для себя, можете меня поблагодарить в плане морально, донатов, финансово. Все реквизиты прикреплены к этому эфиру и останутся, там карта Сбербанка и номер телефона Тинькофф и Сбербанка. Можно там, не знаю, отправить сколько вы хотите, если вы желаете. Да и все, в принципе. И напишите вашу обратную связь, пожалуйста, попрошу вас по поводу моей идеи, услуги, по поводу быстрого семяизвержения, продления полового акта, быстрой эякуляции и так далее. Преждевременная эякуляция. Я уже запутался, что-то игра слов начинается. Вот все, что я говорил в этом эфире. Встречаемся с вами через неделю. В среду в 19:00 по московскому времени. Можете вообще заранее, на самом деле, писать вопросы, можете в личку, можете в Ютубе, можете где-то в комментариях, и я их также буду анонсировать и раскрывать на последующих своих трансляциях. Всех благодарю, всем большое спасибо. Не забывайте про донаты, которые можно отправить, и реквизиты к этой трансляции есть. Запись останется, запись чата и запись самой трансляции. Спасибо большое, благодарю вас, что вы были тут вместе со мной, провели это время. До свидания.